Всем привет! Это мастер-класс от магазина Лентомания. Меня зовут Аня Сахно. Сегодня мы будем с вами вязать очень милую, красивую и уютную подвесную корзинку. В такую корзинку вы сможете положить какие-то приятные мелочи или декоративные элементы. Корзинка имеет петельку, ее можно повесить или куда-нибудь поставить. Она и так смотрится очень красиво и хорошо. Также такие корзинки здорово подходят для украшения детской комнаты. Размер корзинки, который сегодня буду вязать я, составляет ширина 12 см, высота по самому длинному месту с петелькой 20 см. В принципе, корзинка небольшая, видите, влезает хорошо в две ладошки. Для вязания такой корзинки вам понадобится немного пряжи, я думаю, что где-то примерно метров 30. Также я использовала крючок 7 размера и маркер для того, чтобы определять конец и начало ряда. Красивую трикотажную пряжу, хлопковый шнур и инструменты вы можете купить в моем интернет-магазине lentomania.ru. Ссылку для быстрого доступа я оставлю внизу видео. Для того, чтобы начать вязать такую корзинку, мы сделаем с вами скользящую петлю, как будто бы мы с вами вяжем круг. После того, как сделали скользящую петлю, необходимо вложить крючок под первую ленту. Вытащим край нашей пряжи и сделаем вот такую вот воздушную петельку. Затем вкладываем крючок под обе уже ленточки нашего кольца скользящей петли. Вытягиваем снова трикотажную пряжу или шнур, смотря из чего вы вяжете. И провязываем уже 2 петельки на крючке. Этот прием называется, для тех, кто не знает, столбик без накида. Снова делаем то же самое. Вкладываем крючок в кольцо, вытягиваем ленту и провязываем 2 петли на крючке. У нас получается вот такая вот цепочка, сверху косички получаются. И вам нужно остановиться будет повторять это, пока вы не насчитаете 6 косичек сверху. То есть мы снова и снова вкладываем в кольцо крючок, провязываем вместе 2 петли, пока сверху не будет 6 косичек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я сделала 6 косичек, и теперь мне нужно вот этот ряд превратить в кольцо. Для этого я ищу вот такой вот кончик трикотажной пряжи и хорошо за него тяну, так, чтобы этот ряд у меня превратился в кружочек. Вот он почти превратился в кружочек. Мне необходимо теперь либо соединить этот ряд, либо начать вязать сразу второй. Это называется вязание по спирали. Я предпочту вязать по спирали, чтобы у меня не было видно шва, потому что на таких корзинках шов будет хорошо просматриваться со всех сторон, поэтому я, чтобы избежать шва, сразу вкладываю крючок вот сюда, в первую петлю, которую мы с вами сделали, вытягиваю ленту и провязываю 2 петли на крючке. Таким образом я сделала первую петлю второго ряда. Теперь в эту же самую петельку мы свяжем еще одну петлю, еще один столбик без накида. Прям туда же вложим крючок и провяжем еще один столбик без накида. У нас получилась удвоенная петля. Из одной петли мы провязали 2. Следующую петлю ряда мы тоже удвоим. Вкладываем крючок вот так вот под обе стеночки косички или петли по-другому. Вытягиваем крючок, провязываем 2 петли на крючке вместе. Вкладываем крючок в ту же самую петлю еще раз. Вытягиваем пряжу. И снова провязываем 2 петли вместе. И снова мы из одной петельки провязали 2 петли и удвоили ее. И так мы сделаем с каждой петлей второго ряда. Вкладываем крючок, вытягиваем пряжу и провязываем снова из этой же петли второй столбик без накида. Продолжаем. Снова 2 петли. В начале ряда вы можете первую петлю отмечать маркером. Вот сейчас мы уже отошли
от первой петли, ее хорошо видно, она первая удвоенная петля. Вы можете пометить ее маркером, так делают рукодельницы для того, чтобы не потерять начало ряда, не перепутать это место. Итак, а мы продолжаем с вами вязать удвоенные петли. Следующую петлю мы тоже удваиваем. Вот так. Снова вяжем двойную петельку. У нас осталась последняя петля перед маркером. В нее мы тоже вяжем удвоенные петельки, то есть 2 петли, 2 столбика без накида провязываем из одной петельки. Связали, второй ряд подошел к концу. Теперь мы будем вязать третий ряд по правилу круга, то есть пока мы с вами вяжем плоский круг. Чем этот круг будет шире, больше, тем больше получится ваша корзинка. Для того, чтобы наш круг оставался кругом, в третьем ряду мне необходимо удваивать не каждую петлю, а удваивать петли через одну. То есть, например, первую петлю я удваиваю. Давайте сразу обозначим ее маркером, что теперь вот эта вот первая петля стала, третий ряд мы начали. Затем следующую петельку я не буду удваивать, а провяжу ее одинарной. То есть в петлю вложу крючок всего один раз. Вот так. Следующую петлю теперь я должна удвоить, чтобы у меня круг оставался плоским. Раз и два. Вот так. Затем снова одинарная петля. И таким образом мы продолжаем чередовать удвоенные петли и одинарные до тех пор, пока вы не дойдете до маркера. Итак, я дошла до первой петли третьего ряда. Так как я не хочу, чтобы моя корзинка была очень большой, следующий ряд круга нашего будет последний, который я свяжу, но вы дальше можете продолжать вязать круг и сделать корзинку больше по тому же принципу. Принцип такой: вот сейчас в следующем четвертом ряду я буду вязать удвоенную петлю через 2 одинарных уже, то есть мы с вами прибавляем в каждом ряду по одной одинарной петельке между удвоенными. Соответственно, в пятом ряду будет 3 одинарных петли между удвоенными, в шестом ряду 4 и так далее. Повторюсь, что четвертый ряд в моем случае будет последним рядом у донышка этой корзинки. И в четвертом ряду я буду чередовать 2 одинарные петли с одной удвоенной. Вот первую петлю я уже связала. Теперь свяжу еще одну петлю одинарную. Вот так. Остается связать удвоенную петлю. Раз, и в то же самое отверстие 2 удвоила. Теперь снова 2 одинарных, потом снова удвоенная. Я думаю, смысл вы поняли. И вяжите, пожалуйста, столько рядов, сколько захотите. Я довязала до конца четвертого ряда, и начиная с пятого ряда я буду вязать стеночки нашей корзинки. Наша корзинка будет напоминать мешочек. Для того, чтобы добиться такого эффекта, необходимо без всяких четких переходов просто начать вязать ряды без прибавок. То есть в каждую отдельную петлю вязать всегда по одному столбику без накида. В этом случае вы плавно переходите к вязанию стеночек, и корзинка будет напоминать просто мешочек. Но так как у нас с вами корзинка имеет немного вытянутую форму по задней стороне, нам необходимо будет одну из петелек всегда утраивать при вязании стеночек. Я предлагаю выбрать первую петлю ряда, чтобы никогда не путаться и всегда знать, что первую петлю ряда мы утраиваем. Так будет вам проще запомнить, и вы будете ее всегда видеть и знать, где вам нужно связать утроение. Итак, в первую петлю ряда мы всегда будем вязать 3 петли. Раз,
2 и 3. Вот. За счет этого приема у вас вот эта часть корзинки будет со временем вытягиваться и приобретет такую форму капли. А теперь маркер я прикреплю не к первой петельке ряда, она вот эта вот петля, а к средней петле, чтобы вам показать, в какую петлю в следующий раз нужно будет связать утроение. Так как петельки 3, логично для симметрии все время утраивать самую среднюю петлю, чтобы получалось симметричное удлинение. Итак, мы с вами связали утроение в первую петельку ряда, и теперь просто продолжаем вязать в каждую петлю по одной. Я провязала первый ряд стеночек, подхожу к петле, которая отмечена маркером, это значит, что в эту петельку я должна провязать 3 петли, то есть утроить эту петлю. И точно так же, после того, как я провязала 3 петельки в одну, среднюю петлю я отмечу маркером, для того, чтобы знать, в какую петлю в следующий раз провязать 3 петельки вместо одной. Следующий ряд стеночек я точно так же буду вязать в каждую петлю по одному столбику без накида. Еще 2 ряда. То есть всего у меня будет 3 ряда стеночек, таких стандартных, можно сказать. И еще один 4-й ряд стеночек мы с вами свяжем немного, наоборот, убирая петли, но об этом чуть позже. Итак, я провязала 3 ряда стеночек. Как видите, уже в 4-м ряду я тоже утроила нужную нам петельку. Но 4-й ряд будет немножко отличаться от 3 рядов предыдущих, которые мы вязали. А именно чем? Одинарные петли мы будем с вами вязать до тех пор, пока не дойдем до вот этой вот части корзинки, которая будет у нас являться лицевой частью. Вот эти 10 петелек, которые находятся на лицевой части корзинки, мы будем провязывать с убавками. То есть из 2 петелек мы будем делать одну, я сейчас покажу, каким способом. Но пока мы не дошли до этих 10 петелек, мы будем с вами вязать одинарные петли, как и вязали. В каждую петлю по одному столбику без накида. Кстати, хотела еще сказать, что если ваша корзинка изначально больше, если вы провязали больше рядов для дна, если ваше дно было больше по размерам, то и, скорее всего, рядов для стеночек понадобится тоже больше, чтобы корзинка выглядела гармонично. Соответственно, количество лицевых петелек, которые вы будете уменьшать, тоже будет больше. Так, сейчас нам нужно будет понять, с какой именно петли мы начнем делать убавки, чтобы это было симметрично. Для этого корзинку можно немножко вот так вот приплюснуть, чтобы понять, где находится. Так, нам нужно, чтобы вот эта вот часть корзинки, которая выше, была посередине ровно. Так, теперь считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так. Счеток. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть, начиная вот с этой петли, мне необходимо будет сделать убавки, чтобы они были симметричными. Я отмечу эту петлю маркером сейчас, чтобы вам было это видно и понятно. Вот с этой петли, начиная, мне нужно начать убавление. Вот с этой петли мне нужно будет делать убавление. Так, я провязываю еще пока одну петлю одинарную. И вот он уже мой маркер. Теперь смотрите, как красиво сделать убавки. Наверное, многие из вас умеют делать убавки классическим способом. Вот так вот вкладываете петлю, вытягиваете ленту, не провязывая, вкладываем крючок под следующий столбик, снова вытягиваем петлю и можем теперь эти 3 петельки на крючке провязать вместе. Но этот способ не очень красивый. И внешне он выглядит не так привлекательно, как тот способ, который я вам сейчас покажу. После того, как у вас оказалось 3 петли на крючке, вы последнюю петлю протягиваете сквозь предпоследнюю, и вуаля, у вас уже 2 петли на крючке, которые вы провязываете как стандартный столбик без накида. Вот так. Повторяем это в следующих петлях.
Вкладываем крючок, подобие стеночки петли, как обычно, не провязываем ничего. Вкладываем крючок в следующую петлю, снова вытягиваем пряжу, ничего не провязываем вместе, а протягиваем последнюю петлю через предпоследнюю, а затем две петельки на крючке провязываем как столбик без накида. Выглядит это вот так. Старайтесь вот здесь не растягивать сильно, не вытягивать петлю, чтобы у вас не образовывалось прям совсем больших отверстий. Отверстия будут, но нужно стараться, чтобы они были небольшими. Осталось провязать еще 4. Раз, два, и 3, и 4. Вот так. Таким образом мы сузим немного лицевую вот эту внешнюю часть нашей корзинки, и она еще больше приобретет форму капельки. Дальше продолжаем вязать одинарными столбиками до тех пор, пока не дойдем до утроенной петельки. Как только мы до нее дойдем, нам нужно будет провязать саму петлю, за которую можно эту корзинку куда-то подвесить, декоративную петельку такую. Итак, я дохожу до того самого места, которое мы обычно с вами утраиваем. На этот раз утраивать я ничего не буду. Я уберу маркер сейчас, он мне больше не понадобится. Вот эту петлю среднюю, которая была помечена маркером, мы провязываем, как обычно, одинарным столбиком без накида. А затем мы начинаем вязать цепочку и воздушных петелек. Их нужно связать 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Связали вот такой хвостик. Теперь крючок снова вкладываем вот в эту петлю среднюю и провязываем еще один столбик без накида. Теперь нам нужно закончить корзинку. В общем-то, это последний ряд, который мы с вами вязали. И для того, чтобы сделать это место интереснее и красивее, часто просто это место обматывают, место соединения петельки с корзинкой обматывают трикотажной пряжей. Сейчас я обрежу хвостик подлиннее, сантиметров 15. Затем крючком вытягиваю этот хвостик. Вот он остался. И нам теперь можно, после того, как мы обрезали пряжу, мы, расправляя ленту, аккуратно начинаем обматывать место соединения петельки и стеночек несколько слоев. Смотрите, как вам больше нравится. Кому-то нравится много слоев, кому-то мало. Когда обмотали, нужно, чтобы вот этот последний кончик у нас с вами оказался на спинке с внешней стороны корзинки. Здесь нам опять потребуется крючок, причем лучше меньшего размера. Вот у меня под рукой оказался 3-миллиметровый крючок. Я его вкладываю под все слои намотки. Затем вытягиваю этот кончик вот так вот наружу, снизу. Если вы хотите быть уверенными, что этот хвостик никогда в жизни больше не выбьется наружу и не испортит вашу красивую обмотку, не распустится обмотка, то тогда вы можете этот кончик пришить обычными нитками к телу корзинки. Нитки, конечно, должны быть в цвет вашей трикотажной пряжи. Вот я же просто обрезаю некрасивый торчащий хвостик так, чтобы его не было почти видно. И на этом я больше не буду мучить мою обмотку. Вот такая корзинка-малышка у нас получилась, которую можно куда-то подвесить, положить туда какие-то приятные мелочи. Такая милая корзинка в ярких цветах, как, например, я использовала розовый, здорово будет смотреться в детской. Также в более спокойных тонах, в более базовых цветах, оттенках, например, вот такая серая, может быть также хорошим украшением для кухни, гостиной и других комнат.
Надеюсь, вам понравился этот видеоурок. Буду рада вашим лайкам. Подписывайтесь на мой канал. Хлопковый шнур, трикотажную пряжу и крючки для вязания такой классной корзинки вы можете купить в моем интернет-магазине. Его адрес lentomania.ru. Ссылку для быстрого перехода я оставлю в описании. А я вам желаю отличного настроения и побольше трикотажной пряжи. Пока-пока!